Здравствуйте. Это видео о банкнотах, выпущенных Гознаком для других стран. Я покажу несколько разворотов своего альбома и коротко прокомментирую, что у меня здесь лежит и почему. Собственно, некоторое время назад на рынке появилось предложение по образцам банкнотной бумаги с водяными знаками и защитными полосами, которые Гознак выпускал для ряда стран. Мне стало интересно, получилось купить буквально 3 таких листа. И, собственно, они и составили основу этой подборки. Подержав в руках эти листы, мне стало интересно найти непосредственно банкноты, для которых эта бумага использовалась. Небольшие изыскания, совершенно несложные, собственно, привели вот к такой подборке, к таким 2 разворотам моего альбома. Ангола, Руанда и Венесуэла. Инфляционный выпуск Венесуэлы, 3 номинала. Давайте покажу, наверное, поближе, может быть интересно кому-то. Естественно, если будет такая возможность в дальнейшем, я бы хотел расширить эту подборку. Ну, пока вот 3 образца банкнотной бумаги и, соответственно, 3 банкноты. Давайте покажу поближе. Ангола. Такой образец. Защитная полоса с аббревиатурой Национального банка Анголы и небольшой, не знаю, насколько хорошо видно, небольшой водяной знак. И сама банкнота. Банкноту на самом деле совершенно несложно идентифицировать по гознаковскому шрифту нумератора. Да, прям очевидно, что это гознаковская продукция. Но тем не менее. Тема такая вообще выпуска для разных стран достаточно интересная. Гознак не всегда и очень неохотно делится этой информацией. Иногда это бывает, появляется и в прессе, и в каких-то подборках, музейных подборках. Иногда вот таким образом всплывает информация. Но, может быть, у кого-то это отдельное направление к собирательству, коллекционирования, я не знаю. Но мне вот только в привязке к таким вот банкнотной бумаге я положил себе несколько образцов. Дальше давайте посмотрим. Здесь бумага простая. Это Руанда. То же самое. Похожая защитная полоса, но с номиналом и с тоже аббревиатурой. Номинал он на просвет виден. Аббревиатура, название банка, переливающийся, и водяной знак в виде герба. Сама банкнота. Банкнота на самом деле достаточно такая известная, популярная, как мне кажется, из-за вот этого коллажа такого интересного с кофейными зернами, очень крутого. И вот и у меня нашелся повод положить эту позицию себе в альбом. Лист чуть больше, чем сама банкнота. Наверное, это примерно вот так вот должно было бы выглядеть вживую. Вот, давайте еще раз. Защитные полосы, переливающие. Не знаю, насколько хорошо видно, но это полное совпадение на самом деле, конечно. И давайте посмотрим чуть-чуть Венесуэлу. Венесуэла. Здесь лист побольше. По сути, на 3 банкноты, но так и получилось, что 3 номинала печаталось, бумага использовалась для печати 3 номиналов. А здесь ныряющая нить без каких-либо надписей, аббревиатур и так далее, очень простая. И вот 3 водяных знака в виде портрета Симона Боливара. Давайте какой-нибудь номинал возьмем. Давайте, например, самый большой. Вот так вот это будет выглядеть, если сравнивать рядом. Тот же самый водяной знак, такое же самое расположение относительно полосы, такая же аббревиатура рядом. Вот такое небольшое ответвление у меня в альбоме. Надеюсь,
что это, так же как и мне, кому-то может быть интересно. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.